Вітаю вас, я Світлана. Мій садок знаходиться під Києвом, і я розповідаю про свої рослини та про свій сад. Запрошую вас сьогодні до мене у гості. Сегодня я расскажу вам про 3 самых красивых растения мая. Цветущих и не цветущих, но очень красивых. Сегодня у нас очень дождливый, мокрый такой день. Я прошла по саду, и они меня впечатлили. Идемте смотреть. Первое растение мая, конечно же, вы знаете. Это не пионы. Пионы только-только собираются в бутонах расцвести, но им дождь не дает. Ну хорошо, хоть тепло. Это рододендроны. Про сорта, про своих рододендронов я вам много уже рассказывала. А сегодня скажу вкратце, что это такие невероятно привлекательные, яркие, акцентные кусты. Цветущие. Если у вас их еще нету, обязательно присмотритесь к ним. Только говорят, что они сложные и капризные. На самом деле с ними можно подружиться. Я это могу сказать точно. Они даже проще в уходе, чем крупнолистные гортензии. У меня 18 сортов рододендронов разных. Цветут они не одновременно. Одни чуть раньше, другие чуть позже. Вот расцвел розовым элеганс как раз, такого нежно-лавандового цвета. По сортам, кстати, можно посмотреть видео моих рододендронов, азалий. И, может быть, что-то себе выбрать. В этом году у меня расцвели еще не все мои новые. Желтый цвести не будет. Я думала, будет. Купленный осенью, стоял он в тамбуре, пересажен, но цвести не будет. Смотрю, почки, видимо, подмороженные. Просто засохли и опали. А сам рододендрон жив и красив, и у него пошли ростовые почки. Чем же красивы и привлекательны рододендроны? Тем, что они мощные, богатые кусты. У них даже листва красивая, когда они отцветают, у них очень красивая, яркая листва. А вот это рододендрон, который цвел самым первым, и у него, смотрите, соцветия позасыхали, скоро буду обрезать, и какие большие уже побеги. Больше 15 сантиметров и будут больше. У рододендронов очень разнообразные цветы и по форме, и по цвету, и по размеру цветка. Есть с рюшами красивыми, с крапом, с темным, со светлым. А есть более простые, но их настолько много, что они своей массой, количеством в одном соцветии до 12, 15, 20 цветочков, как, например, у этого Перси Вайсман. И он берет количеством цветов, создает большое, пушистое, яркое облако, воздушное, как зефир. Следующее растение, о котором я вам хотела сказать, что меня просто впечатлило сегодня, это хосты. Многие скажут, что хосты не модны. Я вот видео смотрела, и ландшафтные дизайны говорят, хосты – это бабушкины кусты, какие-то растения. Не знаю, мне они нравятся прямо очень. Особенно, когда подбивают, ну вот я к рододендронам посадила, подбивают в ногах у растений. Вот эту хосту вчера под дождем мокла, пересаживала. А все почему? Потому что сейчас самое хорошее для этого время. Делить хосты, пересаживать. Обязательно возьмите себе это на заметку, если хотите
свои кусты рассадить, размножить. Мне эту хосту надо было пересаживать. Она вот прямо под вот этой большой росла. Как-то вот эта хоста взяла вверх. По сортам хост я вам не скажу. Все свои хосты, за исключением 2, я нашла. Как это произошло, я рассказывала. Видео про хосты можно посмотреть. Они случайно в моем саду оказались сортов, я не знаю. Но какое разнообразие листьев. Хосты бывают также раннего срока, не цветения, а роста, среднего и позднего. То есть у некоторых побеги только-только проклевываются. У меня самая поздняя хоста — это хоста Патриот. Я вам ее покажу. Это та, которую я покупала, я знаю. Я ее размножила, уже посчитала на 14 кустиков. У хост очень большие такие сочные листья, а стоит их один раз побрызгать каким-нибудь удобрением, и глаз не оторвать. Вот я плантафолом прошла. Красота. Сейчас, конечно, дождливый такой денек. Они, не очень яркие, но цвета какие у них. Желтые, зеленые, разводами. Очень красивый рифленый лист. Голубые хосты очень красивые. Присмотритесь, если вы следуете советам дизайнеров и следите за модой, все равно присмотритесь к этому растению. Хосты мне нравятся. Не знаю, сейчас пройдем вот сюда, в другую часть сада. И я тут тоже решила все хостами под ногами у хвойных и рододендронов засадить. Видите, какой у этой хосты глянцевый лист. Что за сорт, я повторяю, я не знаю. Но мне вот с таким листом очень нравится. В прошлом году на рынке купила вот эту хосту, уже поделила ее, и сейчас покажу. Просто дедушка какой-то там продавал в горшочках. Какой-то жук или комар, какая-то оса, не оса. Вот эту купила. У нее и лист волнистый, и такой он широкий. Не волнистый, а какой-то, видите, закрученные листья, довольно большие. Продавал дедушка по одной, что 1 точка роста была. Вот с прошлого июля она как разрослась. Уже 5 точек роста. И вот эту. Тоже аналогично. Может быть, она у него где-то в теплице стояла, потому что очень такой высокий побег был. Ножка сама высокая, а листья небольшие. У меня вот они проснулись весной и уже немножко более приземистые. И вот эту покупала. Но это не помню даже у кого. И поделила ее на 2. Не знаю, мне хосты нравятся, им у меня нравятся. И они как светлыми акцентными пятнами украшают в ногах в тени, в теневом микс-бордере места. Чтоб не просто там корой было или чем-то засыпано, а хостами. Вот у меня тут это хоста Патриот. Видите, я ее уже посадила везде. Пуши Перпл. Смотрите, как он цветет. Это к тому же про рододендроны. Отлично себя чувствует, несмотря на травмы, что у него лист, помните, рассказывала, подсушился. Несмотря на то, какой лист, видимо, листовой массы ему хватает, чтобы вот такое пышное цветение. Он в этом году меня удивил, честно говоря. Я за него переживала, будет ли он вообще цвести, как он и что он. А вот это хоста Патриот. Это среднего роста хоста. Красивый у нее лист, сжатый такой, с рифлением. Белая широкая кайма, и он такой чашкой выгнут. Не выгибается наружу сам лист, а чашкой. Может быть, многие хосты не любят, слизни их едят.
Ну, я ничем не пользуюсь. Можно пеплом вокруг хост подсыпать, чтобы слизни не портили листву такую красивую. А есть специальные препараты, продают, я видела. Можно, наверное, им. Нам нельзя. У нас собаки, они могут, отраву всякую попробовать на вкус. Я немножко пеплом в том году сыпала, но у меня как-то в прошлом году, жара такая была. Какие слизни? Никаких слизней. Вот эта хоста, она позже всех просыпается. Видите, я ее везде насажала уже и вторым рядом, чтобы так и сзади такие большие куртины были. Но она у меня сильно разрастись пока не может, потому что я ее делю. Видите, попал дождь, уже капал, я доснимала. Передают, и вся следующая неделя, это и начало следующей будет дождь. Дождь и дождь. То моросит, то сильный пустится. Поэтому сложно было съемки проводить. После цветения у Push Purple срежем цветы, пойдут новые побеги, закроют вот эти подсохшие, и будет все отлично, я думаю, с этим моим сортом. Про рододендроны долго я не буду. Могу долго, но уже не буду. Следующее растение, которое я хотела вам показать и рассказать, которое меня впечатлило, это хвойный. На заднем плане, не пион. Про этот пион расскажу чуть позже. Хвойные растения в мае – это просто какой-то космос. Вот так вот становишься и замираешь над его такими лапками мягкими, разными по цвету, пушистыми. Почему я про хвойные и сегодня говорю? Потому что они не цветут, они просто очень красивые. Потому что ель Aurea spicata позже всех в моем саду показывает молодые приросты. Вот такие красивые, лимонного цвета, очень много. У нее, видите, хвоинки тонкие, маленькие, такие аккуратненькие лапки, темно-зеленые. А вот эти приросты молодые, как такие огонечки, лампочки, как подсветка. А потом они становятся салатовые, а потом подрастают и так аккуратно, плавно свисают вниз. Покатая такая. И следующая моя красивая новиночка – это пихта испанская Келерис. Будет, средне-высокая, до 6 метров, может быть 8, не знаю, как понравится. По высоте ограничивать я ее не буду. У нас тут она посажена с целью. Место ей есть, где расти. Красивая. И вот эта елочка тоже обещала вам показать. Это Blue Diamond. Красивая, голубая. Многие писали в комментариях, когда я рассказывала про свои хвойные, про Хупси, что она самая голубая, что Blue Diamond тоже относится к самым голубым сортам. Вот она у меня первый раз в этом году дала приросты. Я ее купила в прошлом году маленькая. Действительно, голубая. Мне кажется, даже светлее она, чем Хупси, но у нее игла более тоненькая. У Хупси толще, жестче такой сам каркас дерева. Blue Diamond более нежная такая девочка. И что сейчас хотела вам показать, шишек капли капают. У меня расцвели пионы первые. Я вот это каждый день ходила, смотрела. Я почему-то думала, Command Performance расцветет первый. Но нет. Паула Фей, смотрите, малиновая красотка. Но она не может раскрыть цветок, у нас дожди. Дожди, боюсь, чтобы она вообще мне показала серединку, чтобы так не случилось, что дожди ее замочат до конца, и она не откроется. Один цветок, и первый раз цветет. Первым расцвел вот этот Coral Sunset. И тоже цветок. Вот я поймала минут 20, было без дождя.
полураскрытый такой. Видите, цветок тоже не раскрывается полностью. Первый куст. Этот куст пересажен, он как-то не такой большой. У меня еще 2 довольно больших куста, которые за 2,5 года наросли. А этот, честно говоря, я не знаю, как он тут оказался. Я их осенью пересаживала и, видимо, поменяла какие-то местами. Ну, а это у меня гортензии цветут в открытом грунте, которые я высадила из кашпо. Я решила, все, пришло им время расти в открытом грунте. Пусть и цветут. Погода для них сейчас самая подходящая. Кстати, пересаживайте во время дождика растения. Принимаются все без исключения, и им хорошо. Думаю, видео такое дождливое, но красивое было вам интересно. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Мне будет приятно, что мой сад нравится моим подписчикам, и его смотрит многое количество людей. Ну все, до встречи в следующем видео. Всего хорошего!